В национальном парке Крюгера в Южной Африке обитает величественный лев-самец, известный как правитель саванны. Он обладает блестящей гривой и гордой походкой, которая заставляет всех остальных животных бояться его. На его территории ни один хищник не осмеливается оспаривать его верховную власть. Многие туристы со всего мира приезжают в Крюгер только для того, чтобы хоть раз в жизни увидеть этого льва. История начинается жарким днем, когда у озера паслось стадо антилоп. Этот лев-самец следил за ними издалека холодным взглядом. Он выбрал в качестве своей цели сильного, но несколько медлительного оленя-вожака из-за старой раны. Определив возможность, лев бросился вперед с невероятной скоростью, совершая мощные прыжки. Олени запаниковали и убежали. Многие из них прыгнули в близлежащее озеро, чтобы спастись. Олень, на которого напали, тоже прыгнул в озеро, хотя и не был хорошим пловцом. Лев, охваченный жаждой добычи, немедленно прыгнул за ним, чтобы не упустить свою вкусную добычу. Но озеро оказалось гораздо глубже, чем он ожидал. Как только он коснулся воды, лев понял, что находится в опасной ситуации. Холодная вода перекрыла сильное течение внизу, в результате чего оно быстро ослабло. Олень, хотя и не был хорошим пловцом, сумел выплыть на мелководье благодаря своим усилиям. Лев попытался всплыть на поверхность, но бурлящее течение заставило его пойти ко дну. Могучий рев правителя теперь заглушался плеском воды. Всего за несколько коротких секунд лев обессилел и постепенно потерял сознание. Его грива поникла, тело начало погружаться в озеро. В этот момент мимо проходил патрулирующий рейнджер по имени Сайфо. Сайфо вел специальную машину, наблюдая за любым необычным движением на лугу. Он случайно увидел суматоху у озера и почувствовал, что что-то не так. Сначала он подумал, что это просто лев, как обычно, охотится. Но мгновение спустя он понял, что лев так и не вынырнул на поверхность. Он немедленно остановил машину и бросился к берегу озера, не думая об опасности для себя. Сифо прищурился, чтобы поискать, и увидел клочок оранжево-желтой гривы, маячивший под поверхностью воды. Не колеблясь, он быстро снял куртку и прыгнул в воду. Глубокая, грязная, скользкая вода чрезвычайно затрудняла передвижение. После нескольких погружений Сайфо схватил лежащего без сознания льва за переднюю лапу. Он приложил все свои силы, чтобы вытащить льва на мелководье. По мере приближения к берегу он все отчетливее ощущал огромный вес животного. Казалось, что его дыхание остановилось, а глаза были закрыты. Люди часто говорят, что столкновение со львом чрезвычайно опасно. Но теперь самым страшным было то, что лев мог умереть в любой момент. Сайфо положил льва на бок. Его сердце тревожно колотилось. Он научился оказывать первую помощь диким животным, но это был первый раз, когда ему приходилось практиковаться с таким большим львом. Не колеблясь, он начал сдавливать грудную клетку льва, чтобы накачать воздух в его легкие. В его сердце теплилась слабая надежда, что лев оживет, как его учили. Надавливания были равномерными и настойчивыми, пот с его лба капал на мокрую гриву льва. Прошло несколько минут, но лев не подавал признаков движения. Сайфо стиснул зубы и сосчитал количество нажатий в соответствии с правильной процедурой, не смея остановиться. Он даже попытался сделать искусственное дыхание рот в рот, осторожно избегая острых клыков. Внезапно лев слегка дернулся, его тело слабо задрожало. Сайфо остановился и приложил ухо к его пасти, чтобы проверить дыхание.
Слабое дуновение воздуха показало, что его сердце снова забилось. Сайфо преисполнился радости и быстро вызвал по радио помощь, продолжая следить за львом. Лев тяжело дышал, но подавал признаки жизни. Благодаря своему опыту Сайфо достал шприц с реанимационным препаратом. Он осторожно ввел его в мышцу льва, стараясь не причинить ему еще большей боли. Затем он отступил немного назад, на случай, если лев проснется в панике. Время, казалось, остановилось, пока они лежали, тяжело дыша, на берегу озера, один человек и один могущественный хищник. Сайфо приложил руку к груди, чувствуя, как колотится его сердце, все еще пребывая в шоке. Лев моргнул в первый раз, оглядываясь вокруг затуманенным взором. Знакомые золотистые глаза были усталыми, но в них все еще теплилась жизнь. Он попытался поднять голову, но снова упал, потому что был слишком слаб. Сайфо вздохнул с облегчением, зная, что животное вне опасности, но ему нужно время, чтобы прийти в себя. Мех. Он задержался, чтобы следить за дыханием и сердцебиением льва, готовый вмешаться в случае необходимости. На его рацию продолжали поступать сообщения с вопросами о ситуации, но Сайфо заверил их, что справится с этим. Солнце медленно садилось, золотистые отблески заката играли на мокрой шерсти льва. Сайфо открыл маленькую бутылочку с водой и побрызгал на морду льва, чтобы помочь ему проснуться. Лев попытался потянуться, по-видимому, внезапно почувствовав холод. Сайфо понимал, что ему нужно время, чтобы успокоиться, и в то же время нужно было пространство, чтобы избежать паники. Он тихо вернулся к машине, включив аварийные огни, чтобы избежать столкновения с другой машиной. Он издали наблюдал, как лев зашевелился, тряся головой, словно пытаясь стряхнуть с себя оцепенение. Его большие уши встали торчком, а глаза сосредоточились на машине, возле которой стоял Сайфо. Сайфо сохранял спокойствие, не желая пугать животное. Лев инстинктивно тихонько зарычал, но звук был намного слабее, чем обычно. Он осторожно подошел ближе и протянул руку, чтобы лев понюхал. Лев не нападал и не убегал, а только очень тихо рычал. Сайфо улыбнулся, зная, что животное постепенно осознает, что он ему не враг. Через некоторое время лев попытался встать на дрожащие лапы. Он, пошатываясь, сделал несколько шагов, а затем рухнул, выглядя усталым. Сайфо осторожно поддержал его, но был готов отдернуть руку, если он разозлится. Он одновременно успокаивал и говорил медленно, как будто лев мог его понять. «Успокойся, мой друг, я помогу тебе», — прошептал он, хотя и знал, что лев не сможет его понять. Лев моргнул, и его дыхание постепенно нормализовалось. Сайфо немедленно проверил его тело на наличие повреждений. К счастью, серьезных повреждений, кроме истощения, не было. Затем он вернулся к машине и достал большой кусок ткани, чтобы слегка прикрыть его тело, чтобы оно не замерзло ночью. Сайфо решил остаться рядом со львом, пока тот не оправится настолько, что сможет передвигаться самостоятельно. Наступила ночь, и лунный свет осветил две отчетливые фигуры, которые теперь были связаны нитью доброты. На следующее утро лев почувствовал себя лучше и начал медленно обходить машину. Он понюхал воздух и, подняв голову, громко зарычал, словно отмечая возвращение правителя. Сайфо улыбнулся, понимая, что критическая стадия для льва миновала. Однако он все равно воспользовался рацией, чтобы вызвать службу поддержки
и вернуть льва на безопасную территорию. До прибытия команды лев согласился съесть немного сушеного мяса, которое приготовил Сайфо. Он посмотрел на Сайфо странным взглядом, одновременно гордым и благодарным. Когда прибыла команда поддержки, они были очень удивлены, увидев, что лев ведет себя мягко рядом с Сайфо. Остальные сотрудники по-прежнему были осторожны, но Сайфо дал понять, что все в порядке. После проверки они решили отпустить льва обратно в его привычное место, чтобы он не испытывал стресса. С того дня, каждый раз, когда Сайфо садился за руль своей патрульной машины, появлялся величественный лев, который молча следовал за ним и, казалось, защищал его в бескрайней саванне национального парка Крюгера в Южной Африке. Дорогой друг, спасибо, что нашли время следить за этой историей. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас.